Сегодня в нашем путешествии мы отправимся по самым красивым местам Кабардино-Балкарии. Посмотрим на Чегемские водопады, перевал Октопрак, озеро Гежгит, побываем в Приэльбрусе, посмотрим на Голубое озеро, Черкесскую теснину, прекрасную Верхнюю Болгарию, также сторожевые башни и аулы, и как же без невероятного урочища Уштулу, где просто неописуемая красота. Итак, мы начинаем. По пути мы проезжаем прекрасные поля Кабардино-Балкарии, местные населенные пункты, где очень много домашнего скота, где он себя чувствует хозяином дорог и мешает автомобильному движению. С погодой нам тоже очень повезло, была очень солнечная погода, где ветер приятно обдувал лицо. И вот мы уже приближаемся к первому прекрасному месту под названием Чегемское ущелье, где очень громко шумят Чегемские водопады. Ах да, если даже погода очень теплая, то всем рекомендую брать с собой теплые вещи, так как чем выше мы поднимались, тем становилось холоднее, и это довольно хорошо чувствовалось. Опа, Захарыч! А я же не знаю место. Ну, давай потом вставим. Если как тебе это место под вопросом? Мы с вами вместе на водопадах. Очень красиво. Очень шумно и холодно. Сейчас мы у Алины узнаем, где мы вообще находимся, куда мы приехали. Как это место называется, расскажи Это нам. называется Чегемские водопады. Какие? Чегемские. Кристина, это Чегемские водопады. Чегемские водопады, да. Вот. Сколько воды, блядь. Что ты там можешь пройти, да? Че, Лин, куда мы поднимаемся? Рассказывай. Там еще один водопад. Если он полноводный, то там прям каскадом таким падает. Его даже зайти можно. Все, мы пришли потихонечку, поднимаемся, остались последние ступеньки. Ой, летит себе в глаза. Вот туда мы пришли. Вон наш джип. После небольшого перекуса мы отправились через перевал Октопрак, который открывает очень красивые виды на горы Кабардино-Балкарии. И вот, перебравшись через перевал, мы приезжаем в еще одно красивое место, в озеро Гежгит. Глубина данного озера составляет 30 метров, а длина его доходит до 1 километра. Берега водоема оттенка слоновой кости, густо поросли изумрудными водорослями. Происхождение озера искусственное, поскольку в свое время устье местной реки Гежгит перекрывали дамбой, в результате чего образовались глубокие водоемы. А вот то назначение, которое ему уготовили во время Советского Союза, совершенно не радует. Когда-то водоем был местом слива продуктов производства Тарнаузского завода. Делаем красивые фотографии и отправляемся дальше. А дальше нас ждет Приэльбрусе. Все, доехали мы до Эльбруса. Сейчас будем подниматься. И вот мы добрались до канатки, чтобы подняться и посмотреть на прекрасный Эльбрус. Купив билеты, мы отправились к Эльбрусу. Стоимость канатной дороги нам вышла 1600 рублей на человека. С каждым метром начинает закладывать уши и появляется небольшая одышка, так как кислорода начинает не хватать. На обратном пути сфотографируемся. Все, приехали мы на первую остановочку. Точнее, поднялись на первый ярус, или как это говорится. Крисюш, не холодно тебе? Холодно. Не знаю, Градусов, наверное, 10. Мы приехали практически под закрытие, пришлось не останавливаться и подниматься все выше и выше. Но, к счастью, на обратном пути нам хватило времени, чтобы остановиться на каждом ярусе и посмотреть красоты Эльбруса и Кавказских гор. Все, поднялись мы на вторую станцию. 3500. Ребята сейчас уже будут на следующую заходить. Вот. Крисюша! Кристина! Че, как? Холодно? Нет. Хорошо. Свежо. Дышать сложно. Сколько градусов здесь? Градусов 10. Мы 3000
450 метров. Вот, самая высокая канатка в Европе. Ну, будете знать, что мы были на самой высокой канатке в Европе. Сейчас мы еще на 3-й ярус поедем, и оттуда будет вообще самый кайф. И вот мы поднялись до самой высокой точки для туристов, так как, не подготовившись, подниматься выше просто нет смысла, так как спустя 15 минут начинает немного кружиться голова и просто не хватает дыхания. Тяжело, кружится голова, сложно дышать, но здесь классно, красиво, смотрите. Ну что, поднялись мы на 3-ю станцию. Но дышать немножко сложновато, но в целом классно. Да. Здесь такие камушки прикольные поставили все. Вот здесь такой вот видончик, сейчас покажу. Горы. Полина тоже решила построить свою башню из камней на память. Так, ну что, ребят, сегодня у нас был Эльбрус. Сегодня у нас было... Какое там, Кристина, что у нас там были? Ущелье было или что? Честно, не помню. Мы, конечно, с тобой блогеры, ищу тебя, Кристина. Да. Короче, ладно, мы потом голосом я озвучу, что у нас было. В общем, будет. И сегодняшний день будет интересно. Мы вот еле дышим. Мы сейчас уже домой собираемся. У нас там машина закипела, еще там что-то закипело. Короче, садимся домой. Ой, дышать сложно вообще. Нам, повторяюсь, очень повезло, так как люди, которые приезжают сюда из раза в раз, говорили, что увидеть макушки Эльбруса большое везение, так как зачастую их закрывают облака и их не видно из-за тумана. Снимай, едьте. Он едет, смотрите, пошел. Ну что, Кристюш, кататься будешь? Кататься будешь? Нет, нет. Не будешь кататься? А меня снимешь, я в рилс выложу. Также на второй станции есть очень красивая качели, откуда открывается очень красивый вид на Кавказские горы. Так, ну что, все, мы на сегодня закончили. Сегодня мы съездили там в какое-то ущелье, потом на озера посмотрели, поднялись на Эльбрус, спустились. Все, идем сейчас к машинам, всем все понравилось, завтра у нас будет еще один день. Так, ну что, мы перенеслись во второй день, собираемся еще в одно красивое путешествие. Сегодня наше первое место, куда мы отправились, это Голубые озера. Нижнее озеро имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды 9 градусов. Название озера это Цирик-Киль, переводится с болгарского как «гнилое озеро», и связано с тем, что вода содержит растворенный сероводород. Из-за этого вода имеет специфический запах, напоминающий тухлые ягоды. Нырнешь. Все. Да. Сейчас. Ох, вообще здорово, да? Красиво. Мне прямо холодно. Ну, нет, холодненькая водичка, холодненькая, да. В принципе, не надо застегивать, чтобы она свисала вообще. Я могу, что свисала. Ну что, холодная? Как куда ты? Там прохладно, да. Покупаться особо не получится. Ну, получится, но будет не очень. Давай, Лен, еще раз так же. Ой, как вкусно. Господи, как это вкусно. Давай покажу. Я обожаю все, что... Вот эта херня, этот, как она называется? Наверное, с каким-нибудь кокосом, да? Халва. Ну, вообще офигенно. Надо кофе. Ну, ладно, кушать я. Да. Ой, в розах. Ты ее положил, то, что не будешь, или? Мгм. Хорошо, да. Ну, такая же штука, Лин, поэтому. Ну, поедим. Я еще себе чак-чака купил. Сейчас поедим, потом поедим, все поедим. А где родители там остались? Да. Я надкушенный положу? Пойдемте дальше. Ну, а что не доедаем? По пути обхода озера стоит рынок, где можно купить различные сувениры и национальные сладости и блюда.
Селка, да, посмотри сюда в камеру. Да, мне что, у меня дома лежит где-то. Красавец. Как есть такой. У Федоровича как раз голова большая. Какая крутая. Черкесское ущелье является одной из самых захватывающих природных достопримечательностей Кабардино-Балкарии. Серпантин проходит по самому краю теснины, высота скал, которая достигает 1,5 километра от узкого дна. Ущелье поражает своими масштабами и изумительной красотой. Здесь можно испытать настоящий экстрим. И вот именно так вела моя жена на протяжении всего времени, пока мы там находились. Спасибо, там мы приехали. Чё, вот ты нашел время меня снимать. Все нервы вытрепал мне. Да, вот, конечно. Окружающую тишину нарушает только шум горной реки Черик-Балкарский, которая протекает на дне теснины. Здесь на коптере вообще бомба поснимать. А? Что, ты все, больше не стрессуешь? Стрессую. Сильно? Сильно, Тём, Сегодня стрессую. сильно. Подойди еще, свись ножки. Найдем какую-то дырку. Или на вас? Почему? Сколько написал? Ага, молодец. Да, я напишу. Что ты будешь? Напишу, Чаполина Павлова. Все, еще знаете, что это мы написали. Если прикинь, бы здесь просто на автобусе ехала. Домой с учебы. Я просила развернуться, я не поехала. Почему? Ну потому что, Тём, страшно, я боюсь высоты, ты как? Еще бы справа идти. Что поехали по автобусу, например, каждый день поездила с учебы Вообще, домой. Не, я приеду. Хорошо, вызывайте нас. Он сейчас знакомый и так... Полезет. В 1944 году балкарцы были депортированы в Среднюю Азию. Вследствие этого все селения пробыли в заброшенном состоянии около 13 лет. В 1957 году началось возвращение балкарцев и ссылки в свои прежние места проживания. После реабилитации балкарского народа и возвращения на родину бывшие села Верхнебалкарского, Среднебалкарского и Нижнебалкарского населения были объединены в одно поселение под названием Верхняя Балкария. Привезли нас в Верхнюю Балкарию. Вот сейчас будем смотреть. Здесь, короче, раньше было такое село. Как нам сказали, до депортации 41 года. Раньше все жили вон там. Ну, их считали предателями, их отправили в Казахстан, депортировали. Через 13 лет вернули, но они уже сюда не заехали. Такой мостик опасный. Мы идем до башни заход. Ну и собираются. Ну, конечно, не такими темпами, но идем. Надо было другие кроссовки надевать сегодня. Знал бы, что мы по горам будем лазить. Ну, там еще красиво. Камера, конечно, не так передает, там бомба. Конечно, без гида не очень, но пойдет нормально. Здесь какие-то камни настраивали. Пошли мы дальше, надо к той вышке идем. Ей уже говорят 500 лет. Вообще, на самом деле, в этом выпуске я вообще буду рассказывать
все закадровым голосом, скорее всего. Потому что надо было сначала почитать, куда мы едем, а потом ехать снимать, чтобы хоть что-то рассказать. Но жизнь нас ничему не учит, поэтому уже в следующих выпусках, которые будут «Откуда липа», будем готовиться и будем нормально рассказывать и вещать. Вот, поэтому сейчас поднимаемся к башне. Информацию здесь про нее выставлю, почитаете. Ну, либо за кадровым голосом расскажу чуть подальше. Вот, пока так. В целом подниматься нелегко. Ну как, нелегко для тех, у кого физическая подготовка слабенькая, кто... Тогда, а так, в целом здесь очень красиво. Поднимаешься, камни настроены. Я сейчас сначала не заметил, что здесь так. Людей вообще нету. Ну, мы вот пару человек встретили там в начале, так вообще нет. Хотя сегодня будний день, поэтому, может, из-за этого так. Короче, вообще классное место, это Болгария. Верхняя. Вообще бомба. Друзья нас позвали, поехали, вот. Вообще кайф. Повозили нас по всем местам. Не знаю, дальше куда-нибудь еще поедем, не поедем. В целом я уже доволен всем. Ой. Поэтому, кто хочет в Кабардино-Балкарию поехать посмотреть, занимайтесь спортом. Хотя бы за полгодика до поездки. Иначе будете потом уставать очень сильно. Здесь такие камни все различные. Захар, давай пятюню. Пятюню давай. Устал? Вообще очень красиво, прям очень. Ну все, поднимаемся дальше. Сейчас что-нибудь еще вам расскажем. Пойдемте здесь как-то по... Короче, можно так в обход пойти. А здесь можно сильно. Здесь, короче, сильный наклон. Поэтому можно вставать. Но в целом, короче, очень здесь красиво. Поэтому все, кто думает куда-либо поехать, обязательно приезжайте сюда. Здесь тоже очень можно красиво посмотреть. Правда, не очень жаркий день едете. Ну и чтобы и дождя не было. А так вообще огонь. И кроссовки нормально надевать, а то у меня вон кеды. И хотел кроссовки надеть и забыл, короче. Надеть их с утра. Поэтому пришлось ехать в кедах. Я еще надеюсь, что на эту башню можно будет залезть. Иначе будет не прикольно. Тут вообще вид бомбовский сейчас. Смотрите. Вообще кайф. Ну что, Полин, как здесь? Да? Да. А внутрь нельзя, да? А может, с той стороны вход есть? Нету? Башня Абаевых находится в разрушенном после депортации балкарского народа на территории современного сельского поселения Верхняя Балкария. Является составной частью археолого-туристического комплекса Верхняя Балкария. Согласно преданиям местных жителей, сооружение возвели по приказу балкарского князя Алимурзы Абаева. А что, не это? Да нет. Вот отсюда поснимал и все. А что, ничего не знаю? Открыто все, закрыто? Ты что? Полин, закрыто все? На замок? Вон туда еще дороги есть. Я сдохну. Еще. Не пойдем. Я вообще, вообще я ничего не чуть мне сердце не выпало. Чего мы пойдем кормить? Я тоже знаю. Ну да. Там уже вообще не ем. Ты дошла? Ощущение свободы. Сейчас мы вам покажем, что внутри в этой башне. Там Захар уже залез. Сейчас спустимся, покажем. Строительство башни датируется XVI веком. Основное предназначение башни было наблюдение за окрестностями, а также она служила укрытием для местных жителей в случае военных угроз.
Вплоть до конца XIX века строение использовалось как жилое помещение. На нижних этажах проживали представители рода Абаевых. Подъем примерно, занимает минут 10, наверное, может быть 15. Ну, если прям идти, если там очень-очень медленно, то может максимум минут 20. Ну, нам как-то так везет всегда, что у нас тумана вообще не было ни на Эльбрусе вчера не было, ни здесь. Обычно говорят, что все так туманом вот закрыто, и горы вообще не видно. Вот, нам сегодня вообще повезло, но очень красиво, как бы. Через камеру понятно, что такое не передашь, но в целом вообще огонь. Вот такие здесь еще есть. Вот здесь они жили, получается. Вот здесь охотничьи, я так понимаю, это были такие домики здесь. Вот. Здесь, наверное, еще чья-то была. И вот так вот они здесь жили. Наверное, крыши здесь еще были интересные. Вот такая вот была комната здесь большая. Крестюш, привет. Жена потерялась у меня. Заблудилась, родная. Первых людей встретили вообще. До свидания. Так, может, меня подождешь? Я прям заблудилась, испугалась. Думала, все, потеряюсь. Пойдемте качели. Какие качели? Пойдем. Я думаю, ты уже внизу самым красивым. Как можно было заблудиться за этим? Ну ладно. Вчера, на Эльбрусе там тоже качели были. Чего? Ну, не успели покататься, времени было практично. Очень плохо становится, когда высоко поднимаешься. Вот здесь ты внизу находишься, наоборот. Ну все, мы сейчас идем. Что, давай спрыгнем и подам руку. В целом, Верхняя Болгария очень красивое место. Всем рекомендую приезжать, посмотреть. Все бомба. Все, я пошел уже на фото. После красивейших пейзажев мы отправляемся перекусить хачинами. Все, сфоткал. Дальше мы отправились смотреть водопад. уже у всех. Путь оказался тоже не из простых, но туристических интерес Да, берет Ксюш? вверх. Я, кстати, вот такое люблю. Вот такие, знаешь, чтобы заодно такой запах был. И ступеньки. Ой, не ступеньки, тропинки. Такие. Давай. О. Примчали мы. Ну да, вообще бомба. Так, покажу. Туда бы еще подойти как-нибудь. Так вообще бомба. После водопадов мы отправляемся в самое красивое место нашего путешествия, которое мы даже не подозревали. И это место называется урочище Уштулу. Просто посмотрите, какие здесь красоты. Ну что, Захарыч, как она? Давай, пробуй. Первый. Будешь первый. Вот мы приехали, нарзанчика попить. Нарзанчик, правильно же?
Да? Не опозорюсь я потом. Настоящий. Бутылка. Пятерочки. А мы что так... А в пятерочке нет, уже 6 часов. Только сразу много не Давай. пейте. Ты я первая. А что ты... Вы первые, ну давай. Рассказывайте потом. А сколько сразу можно? Ну что, как? Приятная на вкус такая. Газированная? Ребята, вкусная. Да. Какая приятная. Я испугалась тебя. Приятная такая, да? Но она газированная немножко, чуть-чуть. Ну что, естественный отбор. То есть родился тиранник, впечатление? Хороший. Ну, Кисловодск, конечно, напоминает. Получше, чем Кисловодск, 100%. Кисловодск прям вообще ужас. Здесь не так воняет. Газированная такая немножко. Умойся ей. Я очень знаю, что в телефоне горизонтально. Ой, господи, какая разница, какая там фотография? Улыбайся. Так, ну что, все, мы уже на завершающей локации. Сзади меня можете видеть просто великолепную красоту. Там можно и впереди посмотреть на такую же красоту. Все, здесь, короче, какой-то приют, здесь и животные есть, кролики, может, с кроликом посмотрим, если найдем. Вот и все, так здесь. Все, сейчас смотрим крайнюю локацию и все, и домой едем. Короче, в целом нам всем очень понравилось. Просто отлично. Локации просто шикарные, поэтому кто не знает, куда поехать в горы, вот Кабардино-Балкария, это просто офигенно. Мы очень кайфанули. Нам всем все понравилось. Поэтому вот только теплее одевайтесь, если думаете, что там очень где-то жарко, но здесь в горах немножко все прохладно. И это красиво. Поэтому вот так вот. Блин, что ты не... Короче, я теперь хочу сюда приехать. В эту гостиницу. Мне кажется, Алтай будет тоже приезжать. Они на Алтае. Ля, какой гамак, смотри. Кровать подвешена, как гамак. Армейская, да? Где? А, А, они бегают прям здесь? я не знаю. Да? Где папа? Тут рыба. Форелька, наверное, даже. Ну да, это, наверное, лососевые. Смотрите. Ой, а кто там? Это щука или кто это? Возьмет мою кофту. А если, наверное, Она связи что, нет. вверх ногами плывет? Нет, почему? Белуга? Да, это белуга. Это белуга. Черная икра. Белуга, форель. Черная икра. Да, вот с этой рыбы берут черную икру, но это краснокнижная. А там какая мельница? Форель какая красивая. А вот это вообще.
откуда вода течет? Но они сами сделали так, скорее всего. Это как электричество делают, прикинь. Видела, как электричество делают? Ну серьезно. Здесь кролики, короче, прям по открытой местности бегают. Да, где-то тут еще третий был ушастый. Вон там где-то сидели, наверное. А их 3 всего? Вон он, смотрите. Грибы есть. Ага. Грибы есть, походу. Ой, прямо какой-то, я не знаю, что. Как будто выигрывает. Я чуть не дали свои. Пойдем, зайчика. И вот там вот, которые вот глазки кругленькие, вот это, такая тоже хорошая. Это я, девочка, вот такая мордашка. Давай я без телефона подойду. Все очень классное место найдем. Сейчас покажем вам здесь инновационные системы, которые здесь придумали. Алинки, а раскачать можно будет? Или лучше не надо? Что, расставим чуть? Конечно. Я бы на самом деле тут бы... Поспала? Ну да. Нормально тут так. Как можно додуматься переделать крабу? Все, охотника мы привели. О, такого я уже ловила. Не снимай. Почему не снимать? Нифига себе. Вот на такого я бы сходил бы. Ты сколько ты сказал? Полутора тысяч. 500. А что это вообще? Это тур. Нет, Тур? И больше бью. Я смотрел с полутора тысяч. Да ну, не болтай. Почему? 600 метров. 600-700 метров. Не, бьет, но больше всего, чаще всего, чем дальше, тем лучше. Да, сюда приезжают на турбазу, ребята. Я их услышал. Что, малинка? Что, ребят, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно посмотреть этот влог. Постарались показать вам максимально красивые места, где были сами. Кабардино-Балкария. Обязательно сюда приезжайте. Всем пока.